Я хочу продать эту Honda Integra DC2 June. С новым сцеплением тронуться вот плавно, без рывков, у меня получается с трудом. По скоростной на Интегре ехать дико неудобно, потому что здесь передачи очень короткие. После 10 минут езды у меня на голове не пойми что, мне жарко, потно и мерзко. Договорились на 2000 гонконгских долларов. Привет! Вот моя прекрасная Интегра, припаркованная очень грамотно. Так меня научил парковаться отец мой и Чарльз. Фишка в том, что у нас здесь такая парковка под наклоном. И если заезжать немножко дальше, то машина, она стоит в таком наклоненном состоянии. И это плохо для подвески. Наступает усталость металла и, в общем, много плохих и неприятных последствий для моей машины. Поэтому я заезжаю чуть-чуть на бордюр, и получается у меня горизонтально машина стоит, ну, прям более-менее прямо. Сегодня необычный день. У нас первый солнечный день, яркий, теплый, после недели дождей. На моей Интегре нету кондиционера, и это такое своеобразное испытание, смогу ли я передвигаться по городу на прекрасном, красивом, классном автомобиле без кондиционера, и не смогу. Еще один такой челлендж — это то, что здесь стоит керамическое спортивное сцепление, и движение с таким сцеплением по пробкам, светофорам — это дикая мука. Ну что ж, посмотрим, как мне это все дастся, и надеюсь, что день будет позитивным. Ну а сейчас что? Обычная процедура старта старой машины. Маски очень полезная, кстати, штука. Если вы носите маску, знаете, что есть еще одно хорошее применение — это измерять. Так, у меня масла много. Много масла — это не мало, масло — это хорошо. И, кстати, возможно, то, что у меня масла слишком много, выше верхней отметки, может быть, это и причина того, что у меня где-то оно хлыщет. У меня место для прогрева, вот горочка, которая рядом с моим двором. Первый минус: в Интегре невозможно возить кофе. То есть здесь подстаканники есть, но если поставить туда кофе, то кофе оказывается в любом месте, кроме стакана. На штанах, на сиденье, на полу, в общем, все в кофе. Более того, если взять кофе из подстаканника и попытаться вести его в руках, это не помогает, кофе расплескивается, в том числе и на одежду. Этот тест провел только что оператор. Результаты теста: обожженные руки и, в общем-то, грязная одежда. Ну а так, в принципе, нормально, прохладно. С новым сцеплением тронуться вот плавно, без рывков, у меня получается с трудом. Не знаю, что делаю неправильно. В общем, Олег научил, что нужно побольше подгазовывать и ловить тот момент, когда сцепление схватится. Что это сцепление нельзя сжечь, ну, как обычное сцепление, к которому я привык, которое я сжег уже здесь. Скажу вам, непростое задание. И меня уже бесит все, кто едет в потоке медленно. У них, у скотов, есть, извиняюсь за мой английский, кондиционеры, и при скорости 30 км в час им комфортно. Мне комфортно ехать на этом автомобиле со скоростью минимум 50 км в час, тогда что-то обдувается и, ну, меньше потеешь. Есть фундаментальная проблема с Интегрой. Видите, я бью по колену, она трясется. Здесь стоят 17-е диски, и поэтому подвеска настроена максимально на жесткие настройки. То ли нужно поменять на стоковые 15-е диски,
то ли что-то как-то решать. Потому что, ну, мне кажется, я к стоматологу пойду. Хороший момент. Заправка Integra стоит дешево. Ну, во-первых, здесь маленький бак, во-вторых, маленький двигатель, в-третьих, по сравнению с RS6, заправка всего стоит дешево. Ну что ж, поехали дальше. На этом приятная часть езды закончилась. По скоростной на Интегре ехать дико неудобно, потому что здесь передачи очень короткие. И на 100 км в час у меня уже 4000 оборотов. На 120 будет 4,5, даже 5. К вопросу, почему я не гоняю, вы сами видите, как у нас работает полиция. За моей спиной iAutomobile. Это место, где живут суперкары и спорткары. Директор этого места Джейсон, очень позитивный, классный чувак. Он раньше ездил на Honda Integra DC2. Я к нему заехал узнать, как бы, чувак, ну, где можно проконсультироваться, что делать с моей машиной. А перед этим я, конечно же, дам ему на ней прокатиться. Он на ней прокатился, послушаем, что он скажет. Not bad? Not bad. I told you it's 120 horsepower on wheels. Mm-hmm. And 160 or 150 on engine. On engine, okay. It feels fine. It feels okay, but it doesn't feel like. Yeah, it's not warcat, but Yeah. it's still very responsive. I think the acceleration is fine. okay. Yeah. Do you think I should change the exhaust or something with the exhaust because it's too loud? Yeah, maybe change something else more on a high pitch tone. How much did you sell your car for? Around 90,000. 90,000. Yeah. Oh, It's a 96 spec. mine is 95 spec. Джейсон прокатился на моей Интегре и сказал, что машина едет вот так. 120-130 лошадей на колесах, чувствуется как большая мощность. Ну, почему и чего и как, непонятно. При этом, на мой вопрос, что вот конкретно он может сделать в своем гараже с моей машиной, он сказал ничего. По одной простой причине. Скорее всего, вот отсутствие дикой мощности обусловлено тем, что мой компьютер ECU, который делали June, ну, постарел, сломался или не выдает того, чего надо. Если сменить этот компьютер на стандартный, то пропадут все вот те ништяки, которые дает коленвал облегченный и остальные ништяки от June. Что делать в этой ситуации, непонятно. Посоветуйте, может, вы? Короче, в этом месте мне делали аккорд CL7, и тогда у меня трасса шла, она как бы низко к земле. Мне здесь вырезали, переделали, и она стала прямой, и я перестал задевать все, что лежит на земле. В этом месте ремонтируют только глушители, и это место знают практически все автолюбители в Гонконге. Я 123-й Мерседес с правым рулем ни разу в жизни не видел. А вы?
你建议怎么做？我听你的。呢個有牌子，呢個是什麼牌子啊？ Feels. 好啊. Вот проблема в моей излишней громкости и, возможно, проблема в том, что вот забитое это пространство не дает мне, вернее, моему двигателю свободно дышать. 把裏面嘅通呢個管子全都換掉。呢個價錢就2300。一個換一個全新的，就3800。我这么贵？對，要不銹鋼。要多久？那個你要那個4個。是的，3个小时。3個小時。Короче, у меня два варианта. Поменять всю внутреннюю часть банки. Второй вариант – сменить банку. Первый вариант стоит 2300 гонконгских долларов, второй – 3800. Конечно, я выберу первый вариант. Договорились на 2000 гонконгских долларов. Пока парни ремонтируют мой прекрасный автомобиль, нужно найти что-нибудь местное, такое уютное, камерное и скушать там что-нибудь вкусное. Заодно вам показать. Смотри, с одной стороны у нас какие-то маленькие магазинчики, дорога, и с другой стороны ты перетекаешь в жилые комплексы, старые, новые, и сразу же за ними природа нетронутая. Ну прям вот гора, которая утопает просто в облаках. Это невероятно круто, что мы живем в таком очень населенном, густо населенном месте, но при этом дикая природа рядом. Люблю Гонконг, очень люблю Гонконг. Ребят, вот это место напоминает мне Китай. Здесь даже пахнет по-другому. То есть такие не очень приятные как бы, запахи смешиваются с приятными запахами. Но что мне бросается в глаза, это наличие вот таких вот закрытых магазинов. Вы видите, вот из 4 магазинов 2 закрыто. Или работают как-то в непонятном режиме. У нас 3-я волна. И обычно вот в таких местах очень много людей. Очень оживленно, очень людно. Но, как вы сами видите, здесь сейчас как бы не так уж все. Жизнь не кипит, скажем так. Найти еду я здесь не смог, поэтому мы пойдем в большой торговый комплекс под названием Hollywood Plaza. Очень нелюдно. Вообще мега крутое место. Называется Мистер Айрон, Кэптен Ким. Ким. Похож на толстенького мальчика. Так, что мы будем? Нужно один банфан взять, точно. Вот банфан это прям A few minutes later. Когда кто-нибудь говорит, что я не люблю китайскую кухню, я могу сказать только, прокомментировать только, что человек не пробовал вот всех тех вкусных блюд, которые, например, знаю я. Но вот специи, которые здесь, в китайской кухне точно не встречаются, в корейской вот есть своя какая-то изюминка, свои ароматы прям. Правда вкусно. Друзья, еда – это очень важная часть нашей жизни. Я вам стараюсь периодически показывать то, что я испытываю, то, что я пробую, экспериментирую. Гонконг крут тем, что здесь можно найти любую
кухню мира, начиная там с банальных, там, ну для нас банальных китайских, заканчивая какими-то там супер эксклюзивными, экзотичными вариантами. Над моим выхлопом еще колдуют. Пойдем посмотрим, что наколдовали. О, пхявляндахам. Посмотри. Как новенький. О, красавцы. У меня теперь будет тихий, прекрасный выхлоп. Жаль, что нам не дали снять весь процесс. Не дал нам это сделать мой желудок. Ну и ладно. Ребят, я вот нахожусь в этом гараже, заваленном частями выхлопных систем, полными выхлопными трактами, банками и так далее. И у меня вот глубокое уважение к хозяину этого гаража, потому что человек занимается одной услугой, и я так понимаю, что уже не 10 лет. К чему я это говорю? К тому, что, наверное, есть все-таки какие-то услуги, да, и какая-то компетенция, которую я приобретаю, а есть то, что я вообще не понимаю и не разбираюсь, и то, что мне будет очень сложно, ну, как бы подхватить, понять и разобраться. ОБД-2 – это вот та штука, которая позволит мне стать экспертом в своем автомобиле быстрее. Жаль, что в Honda нет этой системы, что она не предустановлена в такой старой машине. После ремонта банки в машине стало намного тише. Выхлоп стал таким прям, ну не знаю, как сказать, благороднее, что ли. В общем, мне нравится. Что я собираюсь делать с Интегрой? Ребят, я собираюсь восстановить Интегру, сделать из нее конфету. Сейчас машина не подходит для использования в городе от слова совсем. На ней ездить некомфортно, неудобно. Один я, может быть, и готов на ней ездить по городу, мне как бы это не парит. Но если мне нужно ездить по делам, то это не вариант, потому что у меня нет кондиционера, после 10 минут езды у меня на голове не пойми что, мне жарко, потно и мерзко. Поэтому я собираюсь привести внешний вид в порядок, то есть перекрасить ее полностью. Дальше собираюсь поставить новое ECU, новый компьютер от стандартной Integra Type R. И после этого, после того, как она поедет нормально вот в таком состоянии, заняться ECU, которая была от Jun. Мой следующий шаг – это выбор гаража, где состоится покраска этого автомобиля. Я планирую вытащить двигатель и полностью перекрасить кузов.
One pair of pants later. I know I'm acting stupid, but being dumb, maybe just a little bit foolish. I feel so young. Drunk, I've never seen you clearer than now. We're flying high, floating somewhere up in the clouds. We're going out of ourselves, can you feel it? Almost like I don't know if it's real. Cause when we're doing our thing, we're like wheels that won't stop turning. So take Дорогие мои хандоводы, настал момент, когда, я уверен, вы начнете меня жестко хейтить, ставить дизлайки и всячески ругать за то, что я хочу сделать. А хочу я сделать следующее. Я хочу продать эту Honda Integra DC2 June. Почему я хочу это сделать? На это есть две причины. Первая причина. В ней нет кондиционера, и на ней невозможно ездить днем по делам и так далее и тому подобное. Она жесткая, ну и как бы не приспособлена для того, чтобы эксплуатироваться в нормальном гражданском режиме. Также я изначально задумывал ее отвезти на трассу, но Гонконг закрыт, и ближайшие, не знаю сколько месяцев, на трассу она не попадет. Это причина номер один. Причина номер два. На прошлой неделе я съездил в два классных гаража, где занимаются покраской автомобилей. В первом гараже мне предложили перекрасить мой прекрасный автомобиль за 100 тысяч гонконгских долларов. Причина в столь высоком ценнике – это очень плохое состояние лакокрасочного покрытия. То есть вся машина буквально усыпана маленькими пупырышками, источниками ржавчины. По вашему совету я начал мыть эту машину сам. И вот все места стыков, когда вот их проходишь щеточкой, показывают вот что-то черное и обязательно оранжевое. То есть в этой машине при нашем климате очень много ржавчины. Но это не самое плохое. Самое плохое случилось во втором гараже, когда ко мне вышел китайский дедушка, посмотрел переднюю часть автомобиля и сказал, что браться за ее покраску он не будет. Знаете, в чем проблема? Изначально этот автомобиль – это гоночный автомобиль. Я об этом знал, и я на это пошел. Что делают на гонках? Гоняют, достигают первого места, лидируют или проигрывают, но гонка прежде всего. Что происходит во время гонки? Конечно же, аварии. И вот перед этого автомобиля он варен, переварен, мят, перемят, бит, перебит. И дедушка показал мне вот эти вот места и рассказал мне про такую штуку, называется сэндвич. Вот сверху хлеб, ну в нашем случае металл, снизу хлеб, в нашем случае металл, а вместо колбасы, сыра, помидоров и всяких вкусностей ржавчина. Так вот, ржавчина проступает именно в тех местах, которые находятся между металлом. И как ее оттуда нормально вычистить, достать, непонятно. Вернее, понятно, но усилий этого оно того не стоит. Дедушка сказал, что продавай ты эту машину, если хочешь, вытаскивай двигатель и делай свап, но вот этот кузов восстанавливать не имеет никакого смысла. Я искренне считаю, что на машине нужно ездить и получать от нее удовольствие. Следить и ухаживать нужно за ногтями, а лучше за семьей и за близкими друзьями и людьми, родственниками, но не за машиной. Мне надоело постоянно ее ремонтировать, и постоянно в ней что-то происходит. Поэтому я сегодня делаю фотографии, сегодня выставляю ее на Фейсбуке и сайте 28car.com. И, скорее всего, я продам его за те же деньги, за которые я его купил, и с учетом того, что я на него потратил. А потратил на него следующее. Я поменял сцепление, я ремонтировал двигатель, я поменял подвеску, я поменял резину, и все. С одной стороны, это немного, но с другой стороны, если сравнивать это с новым автомобилем, это много.
как-то это все не сочетается. Блин. Знаете, у меня такое ощущение, что вот от любви до ненависти один шаг. При том, что я продаю этот автомобиль, мне он дико нравится, и он доставляет мне дикое удовольствие. Но, как взрослый человек, я не готов вкладывать в него время и деньги. Уважаемые любители нелегальных гонок, я перестал гонять, я перестал снимать гонки, и на моем канале больше не будет нелегальных гонок. Я стал противником нелегальных гонок. Почему? Первое. Нелегальные гонки – это опасно. Дороги общего пользования не предназначены для быстрого вождения и для быстро несущихся автомобилей. Второе. Нелегальные гонки опасны для окружающих. Ночные велосипедисты, таксисты, просто обычные люди, которые едут уставшие домой, получают дикий стресс, когда мимо них проносятся вот такие вот дебилы, как я. Третье. Любые гонки – это дорого. Гонка на трассе – это постоянный ремонт автомобиля, настройка его ходовой, двигателя, трансмиссии, всего. Так вот, никто не отменял те же самые затраты, те же самые действия в городе. Это дорого. Четвертое. Полиция против нелегальных гонок. И если у вас проблемы с полицией можно решить за деньги, то у нас эти проблемы не решаются. Меня полиция ловила, больше я этого не хочу. Сесть в тюрьму за такой кайф, прокатиться по городу с ветерком – не мое. И, наконец, пятое. Ребята, вот есть иерархия крутых чуваков. В этой иерархии на первом месте стоят космонавты. На втором месте, может быть, летчики. На третьем месте профессиональные гонщики Формулы-1. На четвертом месте профессиональные гонщики. Значит, все вот эти 4 категории – это те люди, которым платят много денег за то, чтобы они управляли транспортными средствами разной сложности. Чарльз Н., который появлялся в моих видео, это профессиональный гонщик, которому нормально платят, чтобы он сел за руль автомобиля, проехался и показал, как он может ехать. В любом случае, как мне кажется, опять же, вы можете со мной не согласиться и напишите об этом в комментарии, но, как мне кажется, все уличные гонки по статистике заканчиваются плачевно и не несут никакой финансовой прибыли. Да. То есть это постоянные траты и риск для своего и другого здоровья, безопасности и так далее. Поэтому, пожалуйста, не задавайте мне вопрос: Степан, когда появятся нелегальные гонки? Не появится никогда. Если вы хотите доказать, что вы самый быстрый, самый смелый, самый лучший, для этого есть гонки в специально отведенных для этого местах и игры, автосимуляторы. Ну что ж, ребят, спасибо, что выслушали мой крик души. На этом все. С вами был Степан и Урбан. Пока!